Привет-привет всем любителям вязания! Вы на канале Вязание с Маришуткой Крючочкиной. Сегодня 29 ноября, пятница, я только начинаю свой вязовлог. Достаточно какая-то сложная неделя, но я об этом расскажу попозже. Поэтому получается, что вязовлог будет, к сожалению, одним днем, не так, как я обычно, снимаю. Показываю, что навязала за выходные, потом у меня потихоньку все это двигается, очень интересно, ну, по крайней мере, мне так нравится смотреть. А как вам нравится смотреть? Вязовлог одним днем, то есть я полностью за неделю снимаю все процессы, рассказываю, как у меня прошла неделя, или все-таки по чуть-чуть, со всеми эмоциями, со всеми переживаниями, которые творились на этой неделе. Ну, давайте я подробнее расскажу, что приключилось, что получилось, а потом уже покажу вам все игрушки, которые я попыталась навязать на этой неделе. По вязанию у меня получилось тоже достаточно мало. В принципе, везде всего достаточно мало. Единственное, спасибо, что я не выпадаю из соцсетей. Спасибо, вам, что вы меня смотрите. Я вижу, как двигается, двигается, как это правильно, развитие моих соцсетей благодаря тому, что я снимаю, и вы меня смотрите. И, конечно же, это не только благодаря мне, вот я такая молодец, я все снимаю, я все веду. Нет, это, конечно же, все благодаря вам, потому что вы меня смотрите. Надеюсь, я вам, наверное, нравлюсь, раз вы меня смотрите. По крайней мере, надеюсь на это. Пишите, конечно же, комментарий, это еще больше заряжает меня на то, чтобы что-то снимать, давать какой-то полезный контент. Сейчас я стараюсь очень много, не очень много, но, по крайней мере, 1-2 мастер-класса в неделю каких-то дать. Поэтому, если вам нравятся какие-то игрушки, я буду показывать, или когда-то там показывала, обязательно пишите, например, если хотите, чтобы я сняла мастер-класс по этой игрушке. Но я всегда указываю, это моя придумка игрушки, или я где-то придумку взяла. Поэтому, естественно, что мастер-классы я буду снимать только по тем игрушкам, которые сама придумала. Я начинаю разбалтываться и терять тему. Хотя хотела же рассказать, о том, что приключилось со мной на этой неделе. Какие-то... Все началось, с выходных, с прошлых. Какие-то они были неудачные. Из-за них у меня получилось... Я не знаю, как это... не люблю слово выгорание, какое-то оно, не знаю. Вот прям не мое слово. Не знаю, просто я как-то морально... Наверное, скорее всего, морально была уставшая. У меня морально какое-то состояние было не ахти. И из-за этого у меня и физическое состояние к началу недели уже было вообще никакое. Не знаю, как у кого, но у меня, это моральное мое состояние очень сильно влияет на физическое. То есть, если я расстроена, если у меня какие-то переживания, если у меня какие-то неполадки в семье или еще где-то, все, я физически на нуле, я не могу ничего делать, не могу ничего с этим поделать, я стараюсь, я максимально пытаюсь себя собрать в кучку, и хоть что-то сделать. Но это что-то делание получается либо очень-очень долго, либо вообще не получается. И такое тоже бывает. И, все это привело к тому, что в понедельник в этот понедельник, естественно, я просто не могла ничего делать. Вот честно. У меня было такое состояние, что мне хочется просто полежать, поплакать, было тоже такое состояние, но я как-то разучилась. Раньше любая, ерунда, любое какое-то переживание, я могла расплакаться. Сейчас как-то, мне тяжело, не то, что тяжело это дается, просто у меня само собой это происходило. Сейчас как-то это меньше происходит. Наверное, если бы я просто выплакала все свои переживания, наверное, мне бы было легче. Но как-то так. В итоге я понедельник почти целый день, до, наверное, часов 3-4 я практически отлежала. Единственное, что я сделала домашние дела. Для меня это прям святая какая-то обязанность, вымыть посуду, убраться на кухне, попылесосить,
сварить, покушать. Это прям вот святая обязанность. Тут какое бы у меня состояние не было, мне кажется, даже если бы я состояние там какое-то мертвое было бы, я бы добралась до кухни. Ну, не знаю, мне так кажется. Я помню в бытность даже, когда, ну, вот попала я в аварию, уже это не смешно, но вот сейчас уже со временем, ну, кажется, не то, что я попала в аварию, а в то, что я на костылях умудрялась мыть посуду, причем мы жили, ну, в таком, в деревне, да, у нас не было воды, нужно было греть воду, в тазике мыть воду, не было там крана, да, чтобы помыть спокойно посуду. То есть я на костылях все это умудрялась еще как-то делать, я даже не представляю, как я это делала. Ну вот, умудрялась, поэтому я говорю, у меня вот настолько это где-то прошито, что я даже, мне кажется, в любом состоянии доберусь до кухни, наверное. Не хочу проводить какие-то эксперименты, но пока вот так вот. Ну, я имею в виду эксперименты, я не знаю, там, в каком плане. Ну, у меня сейчас мысль пришла только напиться в доску, да, например, ну, в какой-то день и посмотреть утром, смогу ли я сделать домашние дела. Не, я так экспериментировать не буду. Вообще, я, честно, не бухаю, да. Ну, могу по праздникам там шампанское выпить немножко, и то бокальчик, мне этого достаточно. Вот. Но просто вот такая мысль пришла, да, с экспериментом. К вечеру я понемножку, посидя в чатах, да, цепляя вдохновение от девчонок, я немножко собралась. Я знала, что мне нужно на этой неделе кровь из носа, желательно во вторник, выложить мастер-класс по змейке. Поэтому я пошла и стала снимать видео. Думала, вообще сниму его, естественно, одним днем, быстренько, будет там мало, ну, какой-нибудь на 30 минут видео, потому что, ну, змейка. Ну, вот эта змейка, которую я вязала для мастер-класса. Ну, она маленькая, что тут как бы показывать? Тут, ну, 2 ряда, грубо выражаясь, да, вязания, но я хотела мастер-класс именно для новичков в вязании сделать, чтобы каждый, кто недавно только взял в руки в крючок, научился кое-какие петли вязать, смог связать тоже себе такую змейку на Новый год. В итоге я отсняла 50 минут, с темнотой уже доснимала и отсняла только основную часть. Естественно, сразу отредактировала. Вот, понимаешь, что нужно снимать еще вторую часть. Короче, на следующий день я уже встала нормально, с новыми силами, думаю, надо снимать мастер-класс. Вот единственное, не помню, я в какой-то день я потерялась со сном. У меня проблемы со сном, это прям вот с детства. Если я не лягу до 12 часов спать, до 12, до 12:30, где-то так, то все, я не могу заснуть до самого утра потом. Ну, не до самого утра, ну, когда 3, когда 4 часа засыпаю. Вот на этой неделе, вот только уже не помню, в какой день то же самое случилось, что тоже принесло раздрайв в мою жизнь. Блин, что-то у меня уже язык не хочет разговаривать. На следующий день я... Вот, может, кстати, вот с понедельника на вторник у меня проблемы со сном случилась. Не знаю, короче, доснимала я мастер-класс, все хорошо, в принципе. Я просто решила, чтобы себя не убивать, все-таки не буду я строить планы на вязание. Вязание это уже второстепенное, отходит пока на второстепенный план. Поэтому для меня главное ведение соцсетей. Что навязала, то и навязала, что придумала, то и сняла для мастер-класса. Поэтому как бы мне не сложно, в принципе, да, с моими даже вот этими вот утрошними долгими задержками рассказывала. Ну, не задержками, а я имею в виду с утренними долгими раздуплениями, так, наверное, я бы сказала. Ну, я рассказывала в прошлом влоге, что утром очень долго раскачиваюсь, чтобы включиться в работу. Но так как я основную задачу себе поставила только ведение соцсетей, то в принципе, моя раскачка мне никак не мешает. Я все равно успеваю
То, что запланировала. Ну, а вязание уже как вязание. А сейчас расскажу, почему вязание отошло на второй план. Потому что я рассказывала в прошлом вязовлоге, да? Рассказывала ли я? Ну, давайте, если что, еще раз расскажу. Не помню, рассказывала ли я эту мысль или нет. Короче, я говорила, что записалась на одну новогоднюю ярмарку. Не получается у меня попасть на несколько в других городах, потому что муж до сих пор в командировке. Вот, кстати, может быть, это и влияет на мое эмоциональное состояние, потому что уж слишком он опять долго в ней. Не знаю. Так вот, записалась я на новогоднюю ярмарку. Мне девушка отписалась, что я в резерве. То есть я не в основном списке. Если кто-то только откажется, то тогда я попаду на эту ярмарку. Мне кажется, я озвучивала эту мысль. Вот. И поэтому, ну, не вижу смысла сейчас бегом навязывать кучу игрушек, кучу брелочков. Поэтому я никуда не спешу. Мне сейчас самое главное это навязать подарки по своим планам. Но пока еще не готов, к сожалению, ни один. Я начала вязать, но все двигается из-за всего очень-очень медленными темпами. Но я думаю, что это все не важно. Не буду я себя заставлять. Как пойдет, так и пойдет. Вот когда мысль, да, у меня пришла вот эта мысль, что я не буду заставлять себя. Ну, хочется мне делать длинное, долгое утро. Ну, вот так вот у меня сейчас. Ну, пускай, почему я не могу порадоваться жизни, да? И если мне нравится 2 часа, ну, грубо выражаясь, да, раскумариваться, почему нет? Я могу себе это позволить. Кто его знает, что будет через, там, я не знаю, год, полгода. Может, у меня не будет такой возможности дать себе и своему организму насладиться утром, попить спокойно кофе, спокойно позавтракать, зарядку сделать, посидеть в соцсетях. Может, потом не будет этой возможности. Так зачем себе сейчас ограничивать в этом, если я все равно, все, ну, как бы, основное все успеваю, вот. Одно дело, да, если бы я не успевала какие-то там прям такие основные задачи, тогда да, Маришка, нехрен сидеть столько. Ну, а когда я мало-мальски успеваю, конечно, я понимаю, что я могу сделать намного больше, если я себя буду больше ограничивать, да, в своих желаниях, в своих там каких-то... я не знаю, возможностях, да, это вот сейчас, я еще раз повторюсь, есть такая возможность. Своей лени даже, может быть. Но, не знаю, пускай будет пока так, а там, ну, посмотрим. Перестану успевать, все, буду что-то делать. А сейчас будет, ну, вот так. Ну, просто по мне, вот честно, чем ругать себя каждый день за то, что вот ты опять 2 часа отсидела, да, там, и неизвестно чем занималась, а потом ты там еще час, еще там что-то чем-то занималась. Я считаю, что, ну, блин, ну, смысл. То есть от того, что я себя ругаю, ну, честно, блин, ну, ничего не меняется. Я не знаю, пока не могу я себя собрать так кучку, чтобы вот я сегодня поругала, а завтра я взяла и сделала, блин, все по-другому. Вот как-то не получается у меня. Поэтому, ну, смысл себя ругать. Вот то же самое, я себя сейчас очень хочу сильно ограничить в сладком, но у меня не получается. Ну, я решила, раз не получается, ну, возможно, организм, блин, вот требует у меня сладкое. Потому что у меня бывает такой период, когда я вообще не могу сладкое есть. Вот меня аж бесит и шоколад, и все. Хочется что-то солененького. Но вот сейчас такой период, что мне хочется шоколада и как можно больше. Но я вообще шоколадник. У меня уже, мне кажется, шоколадно-печеньковый животик вырос. Ну, я пока разрешаю. Когда меня это сильно-сильно будет напрягать, я, наверное, буду что-то с этим делать. Пока единственное, что я делаю, я не ограничиваю себя в сладком, но я стараюсь более интенсивную зарядку делать. Надеюсь, мне это поможет баланс в организме сделать между поеданием. Ну, я не скажу, что я много прям сладкого ем, да. Я могу съесть, ну, вот такую вот маленькую шоколадочку, да, там, причем там
шоколад только сверху, внутри там нуга, орешки, да, там такое вот такое могу съесть одну в день, ну, максимум 2. Все. То есть я не думаю, что это прям такой капец страшный итог будет для моей фигуры. Ну, теперь давайте перейдем на стол. Я вам наконец-таки покажу, что я навязала на этой неделе. Я еще совершила кое-какие рукодельные покупочки. Конечно же, все вам покажу. Ну и начну, наверное, со своего долговяза с маечки. Так, сейчас постараюсь все-таки как-то показать его больше. Она у меня уже была постирана, полностью довязана. Я все сделала. Высушила ее, уже даже поставила в готовые работы, но вчерашний поход по магазинам закончился тем, что я нашла пряжу, из которой вязала эту маечку. И думаю, блин, ну она же реально короткая, мне это не нравится, почему бы не докупить еще клубочек и не надвязать длиной, она будет так, как мне хочется. Я, короче, довольна, естественно, что вот как раз таки это вчера было после похода по моим магазинам. Пришла домой, естественно, что мне захотелось сразу начать вязать. Единственное, даже у девочек спрашивала, я думала распустить вот эту вот серую полосу, чтобы все-таки ее пустить в конце. Потому что здесь, во-первых, да, обвязка у меня этим же серым идет, то есть только обвязка. А тут, получается, у меня, да, вот как сейчас я вяжу, полоса. Но, с другой стороны, во-первых, мне очень сильно распускать не хотелось. Очень. Во-первых, все постиранное. Распустишь эту пряжу, неизвестно, как хлопок себя поведет после стирки и после распускания. Ни разу не распускала хлопок после стирки. Альпаку, да, я распускала после стирки, распаривала, ничего с ней не происходит. Ну вот, а полухлопок, хрен его знает, что произошло. Вторая причина, почему я все-таки начала... не распустила эту полоску. Потому что я боялась, что может быть пряжа другого, другой партии, да, и не совпадут оттенки. Ну, а так как здесь полоса серая, то это несовпадение будет не видно. По сути, вот смотрите, если сейчас приглядеться, ну, не знаю, видите, не видите, как будто немножко раздотон. Ну, то есть вот это вот светлее, это немножко темнее. Но я так подозреваю, что, во-первых, это зрительный обман из-за того, что здесь серая полоса, и кажется, что вот это вот идет еще ярче. А во-вторых, я думаю, что после стирки, ну, естественно, что немножко цвет, ну, как это обычно происходит, да, немножко цвет становится бледнее. Потому что я не просто вот то, да, я стирала, ну... Обычно, предметы одежды стирают, проводя ВТО. Вот. Так что тоже, как бы, с другой стороны, плюс. Ну и плюс у девочек спросила, она говорит, ну, будет как будто пояс. Ну, не знаю, будет ли это как будто пояс, насколько мне хватит вот этого клубочка. Ну, в принципе, я думаю, что, ну, вот где-то вот так вот, я думаю, будет связано. Я, с одной стороны, рада, что я нашла пряжу, довязываю маечку, а с другой стороны, я понимаю, что теперь эта работа попадет в готовую, хорошо, если через полгода. Я эту маечку вязала, не знаю сколько, ну, может, 3-4 месяца, а может и больше. Я не пишу, да, когда я начинаю процесс. Хотя вот, кстати, вот, наверное, надо и это тоже делать, писать, сделать табличку, да, и писать в ней, когда процесс начат, да, и потом, когда он закончен. Мне кажется, тоже интересно будет посмотреть, за сколько связана та или иная игрушка или то или иное изделие. Особенно вот как, да, долговязы, например, да, там какие-то пледы. Кто-то, я смотрю, умудряется, да, связать плед даже за неделю, за 2. Но для меня это нереально. Конечно же, то же самое, как нереально будет связать эту прям маечку сейчас. Я думаю, я потихоньку буду ее двигать. Хорошо, если по 1-2 рядику в день, и то не факт. Ну, будем стараться, будем продвигать и этот процесс тоже.
В рамках съемки мастер-класса у меня связалась вот такая вот змейка. Я вам ее уже показывала. В мастер-классе есть описание вязания самой змейки. Это первая часть. Во второй части мы вяжем шапочку, язычок и ее полностью оформляем. Честно, я не показывала прям детально, как ее оформить. Ну, не знаю, может быть, надо было, но я думаю, что тут все вот это вот вышить. Как бы не сложный процесс. Ну и плюс я опять-таки не хотела затягивать мастер-класс. У меня вторая часть вышла больше, чем на 30 минут, а первая на 50. Поэтому я посчитала, что даже новичок справится с тем, чтобы оформить. Тем более, что как бы для этой змейки я показывала, что можно использовать различные глазки. Ищу вторую такую же змейку, не могу найти, она на елке. То есть вот такие тут вообще минимальное оформление, да, грубо выражаясь. Можно даже ротик не вышивать, просто глазки приклеила и все. И вот вам змейка. Вот, в принципе, можно вязать как шапочки, так и без шапочки. Ссылку на мастер-класс обязательно оставлю в описании к этому видео, как обычно. Так, ну и в рамках, конечно же, съемки мастер-класса у меня связалась вот такая шапочка. Я хотела опробовать мастер-класс на шапочку. И поэтому связала шапочку, думаю, а почему бы не добавить петельку, и не будет, да, подвес на елку. Тоже классно, кстати, смотрится. Вот, девочки, как идея, да, можно просто связать шапочку по мастер-классу, да, добавить петельку, и вот вам интересная подвеска на елку. Вот, я вязала из пряжи Аделия Бриллиант. Очень нравится мне эта пряжа для именно новогодних игрушек, новогодних подарков. Она такая блестящая, ну... Мне кажется, это тот же самый эффект, как у Ернар, по-моему, Christmas. Или просто... Ну, короче, у Крисмаса, да, но только что там метраж другой. Здесь довольно-таки толстая ниточка, в 50 граммах 90 метров, но крючком 2,5. Прям, ну, мне нравится, как оно смотрится. Так, вот. Плюс у меня лежала змейка, ей оставалось только вот язычок приделать. Я вязала язычок и опять-таки опробовала мастер-класс для язычка и заодно связала этой змейки. Вот, супер, получилось для одного мастер-класса, да, чтобы снять один мастер-класс, у меня получилось 3 готовые игрушечки. Ну и это, конечно же, не все. В воскресенье прошлое я закончила свою большую игрушку. Та-дам! Это олененок. Вот он у меня собрался. Единственное, тут закалываю ручки, все-таки их надо подшить. Вот они коротенькие. Не знаю, из-за этого они так топорщатся. Или из-за того, что они не вязаные. Ну, в принципе, они топорщатся из-за того, что, во-первых, они очень толстые. Ну, в плане ручки сами, да. И коротенькие. Были бы подлиннее, они бы, естественно, топорщились меньше. Тут не зависит от вязывания или пришивания, я думаю. Вот. Шарфиком я прикрыла то место, которое мне не нравится, которое вот у меня уходит в бок. Вот. Ну, я вот в мастер-классе все с вами выглядывала, в прошлом вязовлоге выглядывала. Ну, если там такая сбоку тоже, ну, вот такой вот уход. Ну, ничего не нашла. Решила тоже точно так же, как в мастер-классе, прикрыть это место шарфиком. Ну, мне кажется, достаточно, блин, симпатичная такая игрушечка получилась. Вот эти штучки вышила с помощью французских узелков. В мастер-классе вышивается как-то по-другому, но там на иностранном языке мастер-класс я не стала искать перевод. Думаю, ну, сделаю так. Можно было, в принципе, эти вот штучки вообще не делать. Тоже бы все шикарно смотрелось. Ушки оставила вот такие вот, ну, как бы болтающие. Не сильно их подтягивала. Рожки я уже, конечно, хорошенько пришила. А вот ушки вот такими оставила, чтобы можно было в любое положение их завернуть. Хоть ты назад, да, заверни их. Хоть ты вперед, хоть ты вот так в бок, да. Как угодно. Вот. Нравится мне. Хорошенький такой. Но повторять, ну, не вижу смысла. Конечно, можно было бы поиграть с вот этой частью, да, все-таки добиться и понять, почему происходит уход. У меня уже появилась мысль, что, возможно, не только из-за вязания по спирали, а еще из-за того, что я
когда протяжки делала, да, сделала неправильно, стянула эти протяжки. Ну, вообще определить очень сложно, как сделать правильную длину протяжки. Вообще, конечно, лучше пряжу ввязывать, но так как здесь оттенок серый, здесь белый, если мы будем серую ввязывать ниточку, то, ну, будут... Вот здесь вот я ввязывала. Видите, вкрапления такие. Где-то ввязывала... Да, вот здесь вот, да, вот я вот здесь ввязывала ниточку. Вот, потом увидела, что эти вкрапления, думаю, ладно, не буду ввязывать на животике. И в итоге, вот, может быть, я так подозреваю, что все-таки из-за этого и ушло в бок, потому что все-таки Ярнар джинс пряжа, которая имеет свойство растягиваться при набивке. И, соответственно, протяжки... были сделаны, ну, как бы по вот этим, да, петелькам, ну, по этому месту, да, по белому. И когда набивалась игрушка, это место подтянулось, и, соответственно, эти протяжки очень сильно натянулись. И, возможно, из-за этого произошел искос. Ну, вот я так подозреваю, что может быть из-за этого. Поэтому, конечно, вот вязание жаккарда, по мне, так лучше делать не протяжками, а именно ввязывать ниточку. Но, с другой стороны, ну хорошо, серую я вяжу, а белую что мне по всему кругу тогда ввязывать? Ну, тоже такое себе. Короче, давайте еще раз в комментариях напишите, девчонки, как вы вяжете игрушки, которые вяжутся вот, ну, вот как жаккард, да? Вы делаете протяжками или вы... все-таки ввязываете все эти ниточки. Так, ну вот, олененок у меня тоже готов. Это большая игрушка прошлой недели. Так, дальше. Что я дальше вязала? Я начала вязать по списку, который составила в своем марафоне. Успеть до Нового года. Первым пунктом в списке была вот такая вот елочка. Она еще не совсем, да, оформлена. Это елочка по мастер-классу Устюшкиной. К сожалению, забыла, как ее зовут, хотя у меня есть ее книга. Но я вяжу не по ее, ну, в смысле, идея это ее, но я вяжу не по ее мастер-классу, а просто смотрю на картинку и вяжу. Естественно, мастер-класс свой такой я делать не буду. Я просто для себя свяжу пару елочек. Уж очень они мне понравились. Уж очень такие забавные, я не знаю. Мне настолько вот понравилось. У меня была в списке связать одну-две штучки. Ну, я уже думала, что лучше свяжу я одну. Как бы, куда мне их, да, деть, если я не попаду на ярмарку. Но когда я связала вот это вот чудо, даже еще не оформленное, я понимаю, какая она класснючая. Я, естественно, захотела еще одну, но, как всегда, решила провести эксперименты. Сейчас покажу, что у меня из этого получилось. Вот вчера, кстати, очень долго думала, надо, стоит, не стоит проводить эксперимент, а вдруг не получится. Потом смотрю Натальи Бабко видео, и она как раз мысль озвучивает, да, что лучше попробовать и жалеть, лучше попробовать, и неважно, если не получится, чем не попробовать и жалеть. Я думаю, вот, блин, мысль эту услышала, значит, надо попробовать. Итак, та-дам! Я решила связать елочку такую из вот этой вот пряжи. Опять забыла, как ее название. Боже, что с памятью с моей? Вот. Ну, скажу по типу Крисмаса. Вот такая у меня елочка получилась. Конечно, пока еще не видно. Не заправила я ниточки, потому что расскажу попозже или сейчас рассказать. Ну, давайте расскажу, почему у меня все так еще на ниточках, хотя что тут их было заправить. Короче, вчера вечером я опять сбила сон, но здесь уже была уважительная причина. Давайте переведу камеру на себя, чтобы рассказать. Я, ходила же по магазинам, да, рассказывала вчера. У меня у мужа лежит куртка, черт когда. Ну, куртка такая, знаете, рыбацкая, еще плюс расходная. То есть мы на улицу, когда идем, я могу ее одеть, он может ее надеть, он проводит в ней сварочные работы, все мне делает. Но у нее, короче, с замком проблемы. Перестал, сначала расходился, потом собачка отвалилась, мы поменяли. Ну, надо было менять замок, молнию эту вот самую.
Конечно, куртка такое себе, да, но я понимаю, что это, ну, одна из любимых, во-первых, курток мужа. Во-вторых, он постоянно ездит в ней на рыбалку. Ну, это специальный такой костюм теплый для зимней рыбалки. Вот, для него это как бы важная вещь. Я не знаю сколько, уже, наверное, больше полугода, а может даже год, я хочу поменять мне молнию. Но так как я не швея-мотористка, ну вообще, у меня швейные не очень хорошо, да, обстоят дела. Я единственное, на машинке там что-то могу подшить, зашить, и то это все не очень ровно, не очень аккуратно. Единственное, что я научилась штопать джинсы на машинке, вот это я научилась. Я посмотрела, как делают это в этих... в салонах для ремонта одежды, и тоже этому научилась. Ну, там не важно, какая у тебя строчка, ровная или кривая. Вот. И, короче, я все не могла никак решиться на этот момент, чтобы вставить замок. Короче, я пошла, купила замок, села его, выпорола. Понимаю, ну выпорола замок, а там прям вот с одной стороны вроде нормально выпоролся, да, там все закрыто, а со второй стороны я выпорола, и там прям вот, ну две части куртки как бы разошлись, то есть верхняя часть, да, и нижняя подкладка, они просто, ну вот, как будто вся внутри куртка расшилась. Я думаю, блин, ну, даже если в ней, ну как ей теперь ходить, да, этот же там, ну, как этот наполнитель, там еще слой этого синтепона. Наполнитель этот будет вываливаться, хрень какая-то. Думаю, надо попробовать, короче, ее сшить. Мучила. Сначала думала приметать эту молнию на руках. С одной стороны приметала, понимаю, что херня. У меня почему-то замок стал длиннее, чем куртка. Короче, думаю, не-не-не. Полностью эту, как ее, ну, то, что я приметала, сняла. Пошла на машинке, это было уже 12:30, нет, да, наверное, 12:30 ночи. Я решила, не-не-не, хер с ним, что я собью свой сон, но я доделаю эту куртку. Я еще целый час пристрачивала замок, целый час строчить замок. Это много, даже, может, немножко больше. Но в итоге это сделал. Пускай не ровно, пускай не красиво, но зато эта куртка теперь застегивается, и муж может спокойно ездить на рыбалку. И у меня такое состояние вчера было прямо от того, что вот я сделала это, я так давно этого хотела сделать, и вот постоянно вот боялась, а вдруг я испорчу вещь? Я понимаю, что, ну, как бы вещь носибельная. Вот сейчас такая мысль дошла, у меня есть хреновая куртка, на которой я могла попробовать поменять молнию, но нет же. Это та же история, как с образцами. Вот не люблю я их вязать, да, поэтому... Мне проще сразу сесть и делать, и в итоге, вот если бы я испортила. Ну, купила бы новый костюм ему на рыбалку, если что. Ну, на Новый год зато был бы подарок. Вот сейчас, кстати, мужчина, ну, испортила бы. Купила бы ему на Новый год новый костюм рыболовный. Ну так вот, короче, я доделала все это мероприятие, стала такая поднята во всем настроении, что я это сделала. Ну куда ж мне, конечно, спать? Ну где, мне ни одной сонульки в глазу. Я думаю, ладно, попробую полежать. Легла, лежу. Блин, я есть хочу, пошла, закинулась бутербродиками. Опять легла. Я понимаю, что сон не идет, я сейчас буду лежать, у меня просто от лежания разболится голова. Думаю, ладно, пойду я елку довязывать. У меня не было вот этих вот... Ну, давайте перейдем теперь на стол, и там буду показывать. У меня вот эти вот спиральки не были связаны, так, в принципе, елка была полностью уже готова. Вот, то есть я ночью довязывала эти спиральки, и потом уже чувствую, меня начинаю клевать, думаю, не надо резко спать ложиться, а то если сейчас не лягу, то до самого утра досижу. Поэтому я ее и так вот не доделала. Не знаю, если честно, что получится, пока вроде бы неплохо получается, но без этих вот красных штучек, да, она, ну, вообще не смотрится. Ну, елка как елка, да. А вот эти вот ножки, ручки, вот этот здоровый, да, сверху шарик, блин, это круто. Но фишка в том, что у меня нету красного, да, вот этой вот пряжи красной. Я буду вязать из обычного Ярнард джинса. Я не знаю, насколько это будет, ну, хоть и неплохо смотрится, мне кажется. То есть у меня ручки, ножки будут вот точно такие же, из такой же пряжи Ярнард джинс для этой елки. Надеюсь, что неплохо получится. Вот.
В магазинах у нас тоже красного нет. У нас в магазине был только розовый. Поэтому сделаю вот так. Думаю, тоже будет шикарно. Но эта елка, это прям что-то с чем-то. Так, ну это, конечно же, не все, что у меня навязалось за это время. Я в марафон вошла с несколькими недовязами. Вот этот вот у меня был олененок из недовязов. Вот это вот змейка. Так, у меня из недовязов был шарик на елку. Ну, не буду вам его показывать, я его уже доделала. В принципе, в пакет положила только. Еще его не сфотографировала. Вот. Шарик на елку. И вот эту вот куклу, которая уже лежит, ну, много лежит. Год точно. Мне кажется, даже больше, даже 2 она у меня лежит. Я опробировала мастер-класс с формами. Там в мастер-классе было именно только вот оболванка куклы. Больше ничего. Ни как глазки сделать, ни как что. Единственное, там как бы есть фото куклы, когда она уже полностью одета и оформлена, и у нее глазки вышиты. Но вышивать глазки я не умею пока. Ни разу этого не делала. Поэтому я ее отложила на очень-очень долгое время. Но сейчас выняла, думаю, ну почему бы не доделать и не подарить ребенку на Новый год, да, допустим, какому-нибудь. Хороший достаточно вариант. Поэтому я достала ее и заявила в марафоне с недовязами. Вот. Связала для нее вот такое уже... Ну, связала, громко сказано, начала вязать вот такое платье. Я еще хочу здесь связать рукавчики, еще пока не знаю, будут длинные или короткие, буду еще смотреть. То есть вот такая у меня девочка, прям девочка будет. Естественно, мне еще нужна обувь, естественно, нужно еще оформить. Короче, работы в этой куклене очень-очень много. Ну и двигаюсь я медленно. Ну, надеюсь, что успею за время марафона это все доделать. Ну, так что вот, что у меня подвигалось на этой неделе. Получается, за неделю из готовых работ только вот эти вот змейки и шапочки, да. Это я, получается, в воскресенье на прошлой неделе доделала. Ну, не так уж много. Ну, я и не старалась. Забыла показать свои покупочки. Итак, сейчас по-быренькому все вам расскажу. Первая покупочка, это, конечно же, пряжа для маечки. Вторая покупочка, от которой я не смогла удержаться, это вот такой вот шикарный, просто шикарный зеленый цвет. Это у нас пехорка ажурная. 408 оттенок, яркая зелень. Это 100% мерсеризированный хлопок. Так. 100% мерсеризированный хлопок. Вот, в 50 граммах 280 метров. У меня была такая пряжа, мне она очень-очень нравится. Для чего я ее купила? У меня есть, ну вот желтая, да, салфеточка, которую я всегда ложу на фон. Мне очень-очень нравится, как фотографии с ней получаются. У меня есть вторая салфеточка зеленая, вот такого вот оттенка. Так, что это тут у нас перемешалось? Она тоже красиво дает оттенки фотографии, но мне не очень сильно нравится ее цвет, вот такой вот зеленый, да. Мне нравится больше вот такой зеленый. Поэтому у меня будет обязательно новая салфетка с вот такой вот пряжи. Не могла пройти, конечно же, мимо. Хотя вот, ну, не из дешевых эта пряжа. По ценнику, ну, это в белорусских рублях, это дороже, чем джинс получается даже. Вот могла из джинс... Нет, нету таких оттенков крутых в джинсе, поэтому все, не жалеем, а то у меня уже начинается процесс жаления. И это еще не все. Я для себя купила кое-что новенькое. Это вот шерсть для валяния. Не знаю, насколько это белый цвет, но вроде бы белый. Но желтизной, конечно, отдает. Не буду пока распаковывать. Вот, для чего я купила. Хочу связать Деда Мороза и Снегурочку. У меня есть... так, шапка упала. У меня есть в списке для марафона эти игрушки. И хочу бороду сделать не из пряжи, вот такую вот, как я делала. А хочу сделать из
именно шерсти, попробовать. Ни разу этого не делала, но буду пробовать. Заказала на Вайлдберрис себе и иглы для валяния. В магазине у нас они какие-то дороговатые были. Вот и шерсть тоже дороговатая, но я побоялась брать на Вайлдберрис, потому что там вообще, ну вот, я, по крайней мере, про белую почитала в отзывах, что она, ну, не белая, что она, вот, блин, желтая. Ну, тут тоже такая она желтоватого оттенка. Не знаю, насколько будет хорошо смотреться, но будем надеяться, что все будет хорошо. Это новый для меня опыт. Будем пробовать. Короче, я решила для себя кучу новых опытов поставить. Это и глазки у куклы, да, вышитые. Не знаю, буду ли вышитые в итоге делать, если честно. Не знаю. Посмотрим. Вот. И плюс сделать бороду. Попробовать валяние, да, применять в своих игрушках. Так, не рассказала. Мастер-класс на такого Деда Мороза есть у меня на канале. На каналах, что YouTube, что Дзен. В ВК, наверное, нету, но я обязательно этот мастер-класс залью. В прошлом году делала мастер-класс. Хочу по этому мастер-классу сделать еще и Снегурочку. Мне кажется, очень-очень прикольный дедушка. Если у него еще борода будет из вот такой вот пряжи, из шерсти, мне кажется, вообще в огне. А сейчас вот смотрю на него и думаю, а что если попробовать липучкой еще вот эту вот ему бороду начесать? Мне кажется, будет еще более эффектно. Так что, вот. Ссылочку на мастер-класс оставлю в описании к этому видео. В ВК нету. Обязательно залью этот мастер-класс в ближайшем обозримом будущем. Все мои небольшие покупочки. Вот, но все очень нужно. Я вообще в магазин шла только ради вот этой вот, если честно, шерсти. Ну, давайте я немножко еще расскажу про марафон, который у меня стартанул в прошлую субботу, 23 ноября. Я вышла в него с несколькими недовязами, рассказывала о них, и с огромным списком плана, как домашних, так и рукодельных, ну, вязальных. В моем случае вязальных. У меня других планов не было. По игрушкам у меня там... Сейчас даже погляжу, чтобы не быть голословной. Сколько? По вязанию игрушек у меня 12 пунктов. В самом марафоне я заявляла по одной, но для себя написала по нескольку. Единственное, что здесь все-таки есть игрушки, которые прогнозировались, да, планировались для именно новогодней ярмарки. Не знаю пока, нужно ли мне будет их вязать. Я думаю, что я все-таки акцент сделаю на подарках, да, навяжу подарки, а уже буду потом думать про остальной список. Хотя это не точно. Сейчас задумалась, думаю, ну вот у меня есть игрушки, которые мне очень хочется связать. Поэтому, возможно, я начну с них. А вообще у меня есть мечта, которая я не знаю сколько уже. Ну, год ей точно, потому что больше даже. В том году я еще хотела связать. Это паровозик с игрушкой. Ну, новогодний паровозик и там маленькие игрушечки. Очень я хотела. Кстати, мастер-класс уже... Мне кажется, на 2 таких паровозика я скинула уже во что я скинула? В Телеграм свою группу, где скидываю схемы, мастер-классы, по которым вяжу, или еще только собираюсь вязать. Возможно, даже не свяжу, но, может быть, вы свяжете по ним что-то. Потому что куча идей ну, практически каждый день я пролистываю группу свою, не группу, ВК, да, или еще где-то, да, нахожу интересные мастер-классы, по которым бы очень хотела связать, но у меня время не резиновое, и я не успею, ставлю в хотелки. Иногда, когда у меня есть сомнения, да, в том, что мне вязать, а хочется ли мне что-то вязать, я начинаю просматривать вот эти вот ссылочки, ну, фотографии, да, и думаю, а может это, вот, и нахожу идеи для вязания.
Так что вот. По домашним у меня 21 пункт по домашним делам. Уже практически, да, истекла неделя марафона. Получается, в субботу нам нужно сделать отчет. Я по домашним делам вообще сделала 0. И я так понимаю, на этой неделе у меня точно это не получится, потому что у меня выходные очень сильно загружены. Хотя я даже вот в плане расписала по дням. То есть я должна была начать 27 ноября. Сегодня уже 29. И я ничего не сделала. Короче, я потеряла, получается, 3 дня, потому что на выходные я так и так не планировала заниматься именно домашними делами, ну, по списку. Потому что выходные, субботу, у меня и так мини-генеральная уборка. Я стараюсь ее делать каждую неделю. Вот, поэтому еще какой-то туда накручивать, еще какую-то, да, плановую уборку, прям такую сильную, не хочется. В воскресенье я себе, ну, по крайней мере, стараюсь сделать хотя бы мини какой-то выходной, поэтому тоже не хотелось бы этим заниматься. Вот. Ну, пока я потеряла 3 дня. Ну, это ничего страшного, потому что я, в принципе, раскинула по дням свой график. Получается, что я должна была числа 14 декабря уже закончить все дела по списку, если бы я шла, как распределила. Но у нас марафон до 23 декабря, поэтому я думаю, что я все это и так успею. Ну, не успею, так не успею. Ну, очень-очень хочется, если честно, успеть. Этот же марафон замутила я специально для того, чтобы все успеть. И вы все успели, и я все успела. У меня он еще стоял в планах на год. То есть я в начале года вот этот марафон уже планировала. Поэтому не могу я себя подвести, да, и не справиться со всеми задачами, которые я напланировала. Ну, будем стараться, но если не получится, опять-таки, не буду себя сильно ругать. Так, ну вот, вроде бы все рассказала, все показала. Скорее всего, как обычно, что-то забыла. Ну, если что, естественно, задавайте мне вопросы в комментариях. Может, по мастер-классам, может, еще какие-то вопросы. Задавайте, не стесняйтесь, я обязательно на них отвечу. Ну, а на сегодня всем пока-пока, до новых встреч!